Всем привет! Продолжаю собирать и публиковать рассказы жителей Киевской области, которые лично пережили российскую оккупацию и стали свидетелями военных преступлений армии РФ. Разумеется, мы съездили в Бучу, в то самое место, где были найдены убитые люди со связанными руками. Вы наверняка их видели. Это фото видел практически весь мир. Это улица Яблуньска в Буче. Мы приехали на это самое место и поговорили с местной жительницей, которая была свидетелем этого убийства. Она лично видела, как все происходило из окна. В этом месте стояли российские военные, которых она снимала на телефон. Дальше вы увидите ее рассказ, который мы записали на видео в том самом месте, где были обнаружены тела. Вот от Вокзальной до Яремчука тут было больше 20 тел. Тут было 3 расстрелянные машины, в каждой машине минимум по 2 человека лежало. Вот здесь было убито 3 человека. Если вы видели. Прямо возле вот этой кучи, да? Вот один след крови, вон второй след крови. И третий лежал чуть-чуть дальше, в синей курточке который. Вот здесь вот тоже еще лежало тело под этим забором. Дальше по улице по-моему, либо на пешеходном переходе, либо за пешеходным переходом еще 2 человека лежало. И еще дальше там по улице еще люди лежали. Почему именно здесь? Здесь стояли солдаты. Вот здесь вот расквартировались солдаты, вот на углу, вот в этом доме. На углу на Тихого расквартировались вот этот вот длинный дом, если вы видите. Он на 2 части, там они тоже расквартировались. И по улице Тихого, вот по параллельной, то они там, в принципе, практически в каждом доме жили. И получается, всех, кто проходил, они просто расстреливали или как это? Они приводили, кого словили, кто просто там, 2 мужчины вот дальше там по улице ехали на велосипеде за водой, за продуктами, кто-то кому-то отвозил продукты. Их просто расстреливали, у них было основное требование – это белые повязки, люди, в принципе, соблюдали эти требования, но, как правило, потом этими повязками связывали руки и стреляли в голову. Кому в голову сразу, кого медленно и мучительно убивали. Еще в начале марта, когда были первые зеленые коридоры, когда вот здесь вот стояли автобусы, то есть колонны собирались, вот тут 3 расстрелянные машины, это люди ехали на эвакуацию с белыми флагами, то есть они соблюдали все условия, которые поставили рашисты. Именно людей, которых 18 числа убили, их привели наверное, со стройки. Вот. Их привели солдат, который жил в этом доме утром. Один был со связанными руками, как потом оказалось, это местный житель, то есть его уже идентифицировали, молодой парень совершенно, вот. А второй был строитель с этой же стройки, а в синей курточке это был тот же строитель, как оказалось, они вместе работали, и он постоянно отговаривал своего напарника ехать на эвакуацию, то есть он то не надо, но просто есть вероятность того, что он сотрудничал с русскими, и его просто паровозом расстреляли вместе с ними. Но он же сотрудничал, то есть они своего расстреляли? Неважно, они убивали всех. Вот как раз тех, кто с ними, скажем так, помогал, они никого в живых не оставили, потому что эти люди могли знать их настоящие имена, то есть они могли присутствовать при каких-то их разговорах. Поэтому они их тоже... Тут была женщина, которая им помогала, ее потом нашли тоже мертвую. Вот они расстреляли людей, просто бросили их, так и оставили лежать? Просто да. Почему не убрали, не закопали? Зачем? Они еще и танками катались по людям. Моему мужу отбили вот эту вот кость, кусок кости. У него было сотрясение мозга, у него была трещина в челюсти. У него 2 импланта стоит сейчас, плюс у него была коррекция зрения. Они пришли в дом к безоружному человеку, вывели его на глазах у его родителей, у его бабушки, у его жены. Просто забрали и просто сказали: ты наводчик, ты корректируешь огонь. Это, почему они так решили? Чем это было обосновано? Потому что они так захотели. Вот чем им мешали строители, которые просто сидели вот там вот на стройке? Вот просто они так захотели.
Ну, то есть они не пришли сюда воевать там и брать Киев, как они хотели. Они пришли сюда расправиться, как можно больше людей поубивать. Вот честно, вот у меня такое впечатление слаживается. Сколько бы российские власти не орали, что в Буче не было никаких военных преступлений, что якобы это все фейк, местных жителей не обманешь. Они не по телевизору где-то об этом слышали. Они все видели своими глазами. Люди в Украине лично столкнулись с российской армией и на личном опыте узнали, что творят российские оккупанты в Украине. Это не слухи, это личный опыт людей. И сегодня люди готовы рассказывать об этом всему миру. Обратите внимание, что мы делаем специально английские субтитры к видео, специально для того, чтобы люди, в том числе на Западе, в других странах, могли посмотреть и понять, что здесь происходило. Поэтому, друзья, очень важно, если у вас есть родственники за границей или знакомые иностранные журналисты, обязательно отправьте видео им, обязательно поделитесь с ними. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, это тоже очень важно.